Глава 68. Хунхуна развернулся и уткнулся лицом в грудь селяня, разразившись безумными стенаниями. Он кричал без слов, без смысла, это даже на плач не походило, но у слушателей волосы вставали дыбом. Не видя плакавшего, можно было решить, что то был гневный вопль взрослого человека на пороге безумия или же предсмертный крик небольшого животного, которому перерезали горло, будто лишь смерть могла избавить его от страданий. Кто угодно мог издать такой вопль, но только это не должен был быть 10-летний мальчик. Поэтому случившееся потрясло всех. Советник, вновь обретя дар речи, произнес: «Я говорю правду, лучше вам его отпустить. Фэн Синь тоже лишь сейчас пришел в себя, ваше высочество. Скорее отпустите его, берегитесь, как бы», но в итоге он так и не нашел в себе сил договорить. Селянь ответил: «Все в порядке». Чжу Шисюн, который очень беспокоился о безопасности принца, да еще увидел, что Хунхунер вымазал белые одеяния селяня кровью, слезами и соплями, подошел и попытался увести мальчика, говоря: «Малыш, так никуда не годится», но чем сильнее монах тянул мальчика, тем громче тот кричал, крепче прижимаясь к принцу руками и ногами, под страхом смерти не желая отпускать. Даже 4 человека, пришедшие на подмогу, не смогли его оттащить, эффект вышел обратным, ребенок, словно маленькая обезьянка, повис на селяне. Принц посчитал ситуацию очень смешной и в то же время ужасно жалел мальчишку. Одной рукой поддерживая ребенка, он погладил его по хрупкой спине, пытаясь успокоить. А другую руку поднял со словами: «Оставьте. Не стоит беспокоиться, пусть будет так». Спустя некоторое время принц почувствовал, что ребенок у него в объятиях перестал всхлипывать и постепенно притих, тогда селянь тихо обратился к остальным: «Во время пожара во дворце больше никто не пострадал?» Муцин ответил: «Нет. Внутри остались только мы втроем». Поскольку дворец превратился в разрушенное здание с обожженными стенами, селянь, разумеется, не мог здесь оставаться. Убедившись, что сгорело лишь здание, а люди не пострадали, сбежавшиеся монахи принялись прибираться на пожарище, искать испорченные золотые украшения и почерневшие драгоценные камни, безгранично сокрушаясь. Селянь, впрочем, об этом не печалился. Принц никогда не держал во дворце Синьлэ каких-либо ценных вещей. Разве что предметы, которыми он пользовался ежедневно, отличались особым качеством и тонкой работой. Самой большой драгоценностью для него являлась коллекция из более чем 200 прославленных мечей, но настоящее золото не боится огня, все его мечи были закалены и выкованы в пламени, потому сохранились в целости. Лично отыскав всю коллекцию, селянь решил временно отнести ее во дворец 4, где жили наставники. Хунхунер тем временем все прижимался к селяню. Долгий плач вымотал мальчика, и он уснул. Принц хотел отнести малыша с горы в безопасное место, но советник приказал ему вначале наведаться во дворец 4, поэтому селянь пошел туда вместе с ребенком. Он уложил мальчика на кровать во внутренних комнатах, слегка подоткнул одеяло, опустил занавеску и вышел прочь в сопровождении Фэн Синя и Муцина. Затем обратился к советнику: «Советник, судьба мальчика действительно настолько страшна?» Советник недовольно поджал губы и ответил: «Может, сам посчитаешь беды, которые произошли, стоило ему появиться?» Все трое замолчали. Первый раз ребенок на глазах у огромной толпы свалился с городской стены, тем самым прервав церемониальное шествие праздника фонарей на 3-м круге. Во второй раз Цзэжун решил сорвать на нем свой гнев и протащил по дороге, потревожив простых людей, что закончилось сломанной рукой Фэн Синя, конфликтом селяня с главой государства и слезами государыни. А теперь он стал приманкой для злобных духов, сидящих в заточении в черных дворцах, так что те прорвались сквозь печати и даже подожгли дворец Синьлэ. Поистине, злой рок неотступно следовал за ним незримой тенью. Селянь спросил: «Нет ли способа как-то это исправить?» Советник: «Исправить? О чем ты говоришь?» «Изменить судьбу», — селянь кивнул. Советник произнес: «Ваше Высочество, вы не обучались у меня гаданию, и потому в этой сфере совершенно ничего не понимаете. А если бы понимали, то не стали бы задавать подобные вопросы». Селянь удивленно замер,
затем скромно сел перед советником и произнес: «Я бы хотел узнать подробнее». Советник взял со стола чайничек и налил стакан чая. «Ваше Высочество, наследный принц, помните ли вы вопрос, который я задал вам в 6-летнем возрасте, когда их величество пригласили меня во дворец, чтобы предсказать вашу судьбу?» Селянь поглядел на клубы пара над ароматным чаем, подумал и переспросил: «Вы говорите о стакане воды на двоих в тот день, чтобы в точности предсказать судьбу принца?» Советник задал ему множество вопросов. Некоторые из них имели ответ, некоторые оказались неразрешимы, и каждый раз, слушая ответы селяня, советник рассыпался в разнообразных похвалах, отчего государь и государыня так и сияли радостью. Многие из ответов принца на вопросы советника впоследствии стали предметом всеобщих обсуждений и восхищений, разлетевшись притчами. Но среди вопросов был один, услышав ответ селяня на который, советник не дал никакой оценки, и никто в миру о нем не слышал. Даже Фэн Синь не знал о нем, не говоря уже о Му Цине. То был вопрос о стакане воды на двоих. Советник сказал: двое путников шли по пустыне, умирая от жажды. У них остался лишь один стакан воды. Кто его выпьет, выживет, другой же умрет. Будь ты божеством, кому отдал бы стакан? Постой, ничего не говори, сначала спросим других, и ты послушаешь, что они скажут. Последней фразой он обратился к двоим юношам, что стояли неподалеку. Му Цин, призадумавшись, осторожно ответил: «Могу ли я узнать, кем были эти двое? Каков их характер, достоинства и пороки? Необходимо выяснить все до конца, и лишь после принимать решение». Фэн Синь же воскликнул: «Не знаю. Не спрашивайте меня, пусть они сами решают». Селянь прыснул со смеху. Советник спросил: «Что ты смеешься? Ты помнишь, что ты сам ответил мне?» Селянь скрыл улыбку и серьезно ответил: «Я дам им еще стакан воды». Услышав, Фэн Синь и Му Цин будто бы не смогли вынести услышанного. Один отвернулся, другой опустил голову. Селянь обернулся и совершенно искренне сказал им: «Чего вы смеетесь? Я серьезно. Если бы я был божеством, непременно даровал бы им еще один стакан». Советник легко провел рукой над стаканом чая на столе, и вода в стакане сама по себе колыхнулась, будто живая. Затем он добавил: «Судьбы всех существ под небом, хорошие и плохие, предопределены заранее. Как с тем стаканом воды, как бы ни было, больше не станет, ты утолишь жажду, а кто-то не получит ни капли. У одного прибавилось, значит, убавится у другого». Испокон веков все споры в конечном счете произрастают из одного: людей много, а воды лишь один стакан. И каждый по-своему его заслуживает. Желаешь изменить судьбу? Это весьма сложно, но невыполнимым назвать нельзя. Но если поменяешь судьбу этого ребенка, точно так же будут затронуты чужие судьбы. И возмездие за такой поступок последует суровое. Ты ответил тогда, что даруешь еще стакан воды, так же, как сегодня хочешь выбрать третий путь. Суть здесь одна, на словах прекрасно, но, я тебе скажу, достичь этого практически невозможно. Селянь молча слушал, не соглашаясь, но и без лишних возражений, затем произнес: «Благодарю за наставление, советник». Советник выпил чай, причмокнул губами и ответил: «Вот уж не стоит. Все равно ты пропустишь все наставления мимо ушей». Селянь, которого советник видел насквозь, легонько кашлянул и произнес: «Советник, сегодня в храме Шинью ученик на мгновение поддался эмоциям и проявил излишнюю дерзость в словах, тем самым приступив грань дозволенного. Надеюсь, советник проявит снисхождение». Советник убрал руки в широкие рукава и мягко улыбнулся: «Ты мой лучший ученик и к тому же наследный принц. Как я могу не проявить снисхождение? Ваше Высочество, я могу сказать, что ты самый одаренный небесами человек из всех, кого мне доводилось встречать». Селянь не понял смысла его слов и потому приготовился внимательно слушать. Советник добавил: «У тебя есть природный дар и стремление, ты готов с должным усердием прикладывать усилия. У тебя знатное происхождение, при этом ты склонен к милосердию и доброте.
И ты, как никто другой, достоин называться баловнем судьбы. Но я все же беспокоюсь о тебе. Боюсь, тебя ждет испытание, с которым ты не справишься. Селянь спросил: и в чем же заключается ваше беспокойство? Советник ответил: пускай ты уже достиг определенной высоты, но все же до понимания некоторых вещей тебе еще очень далеко, и другие не в силах тебя им обучить. К примеру, слова, что ты произнес сегодня в храме Шинью, о том, что не следует поклоняться богам и тому подобное. Конечно, об этом задумываются очень немногие, и весьма неплохо, что тебя посетили подобные мысли в столь юном возрасте. Но не стоит считать, что на всем белом свете с древности до наших дней лишь ты один помыслил о таком. Селянь слегка округлил глаза, и советник произнес: слова, сказанные тобой сегодня, приходили в голову людям еще несколько десятков и даже несколько сотен лет назад. Но воплотить идею в жизнь им не удалось, голоса оказались слишком тихими, поэтому их никто не услышал. Почему же? Не думал ли ты об этом? Задумавшись ненадолго, Селянь ответил: потому что те люди лишь подумали, но ничего не сделали, и к тому же оказались недостаточно стойкими. Ну а ты? С чего решил, что тебе достанет стойкости, советник? Как вы считаете, я смогу вознестись? Советник посмотрел на него: если ты не сможешь вознестись, значит, никто в мире не сможет. Вопрос времени, только и всего. Селянь ответил с легкой улыбкой: в таком случае вам остается лишь смотреть. Он указал на небо и добавил: если в один прекрасный день я вознесусь, то непременно добьюсь того, что слова, сказанные мной вчера, воплотятся в жизнь. Фэн Синь и Му Цин, которые стояли за спиной принца, прекрасно расслышали каждое слово, и оба, сами того не замечая, приподняли голову выше. Уголки губ Фэн Синя слегка приподнялись, а глаза Му Цина загорелись так же ярко, как у Селяня. Советник кивнул и сказал: хорошо, тогда я буду смотреть. Однако я не считаю, что слишком раннее вознесение пойдет тебе на пользу. Ответь на вопрос, что есть путь. Селянь склонил голову: вы говорили, что дорога, по которой идет человек, есть путь. Верно. Но ты прошел слишком мало дорог. Поэтому, как мне кажется, пришла пора отпустить тебя с горы, пройтись немного. Глаза Селяня ярко сверкнули. Советник добавил: в этом году тебе уже 17, и я разрешаю тебе покинуть гору Тайцан и отправиться в странствие, чтобы набраться опыта. Селянь, это просто замечательно. Проведя день в столице, принц впадал в расстройство при мысли о государе, Цзэжуне и остальном. Кроме того, его роскошный дворец оказался сожжен, а это означало еще большие сложности в отношениях с родителями. Лучше уж уйти еще дальше, целиком и полностью отдаваясь собственному пути. Советник вдруг добавил: «Ваше Высочество, многие годы в народе из уст в уста передается одна фраза, и каждый воспринимает ее как нечто неоспоримое. Но на самом деле она ошибочна, просто никто этого не замечает». О какой фразе речь? Человек, поднимаясь наверх, становится богом, человек, опускаясь вниз, становится демоном. Селянь, подумав, спросил: и в чем ошибочно это суждение? Разумеется, оно ошибочно. Запомни, человек, поднимаясь наверх, остается человеком, человек, опускаясь вниз, остается человеком. Селянь все еще вдумывался в его слова, когда советник похлопал принца по плечу, посмотрел себе за спину и сказал: в общем, об этом ребенке. Тебе не следует излишне волноваться, у каждого своя судьба. Иногда, если не ты окажешь кому-то помощь, то найдется иной способ помочь. Об остальном можно поговорить после. Сейчас отправляйся в путь и как следует наберись опыта. Надеюсь, что когда ты вернешься, то станешь взрослее. Однако никто не ожидал, что той же ночью ребенок сбежит из монастыря Хуанцзи и исчезнет. И еще большей неожиданностью для всех стало то, что по возвращении из своих странствий его высочество, наследный принц государства Синьлэ, Селянь, не достигнув и 18 лет, из-за победы над безымянным призраком на мосту Инянь, вот так просто, под раскаты грома и вспышки молний, вознесся на небеса. И содрогнулись 3 мира.